Настройки Battlefield 2042. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Сегодня в этом видео я расскажу про подробные настройки в игре Battlefield 2042. Как настроить, как лучше играть и тому подобные вещи. Давайте я вам расскажу в этом видео. Поехали! Нажимаем параметры. Заходим в общий. Инверсия обзора по вертикали. У меня стоит выборочно. Если не ошибаюсь, это все здесь стоит по дефолту. Если нет, то сделайте и вот именно поставьте выборочный. Ну, по крайней мере, мне так более понравилось. Уровень тряски камеры. Что собой представляет уровень тряски камеры? То есть, чем больше у вас стоит, так сказать, выкручено уровень тряски, ну, это, так сказать, больше добавляет экшена, так сказать, к этому ко всему. Ну, я не знаю, мне, в принципе, я особо разницы не увидел, что было 100, что стоит у меня 50. Вот, в принципе, никакой разницы не увидел. Ну, не знаю, я поставил вот выкрутил на минимум, чтобы не особо так было что-то как-то. Кросс-платформа игры у меня отключена. Почему она у меня отключена? Потому что я вам дальше расскажу, почему она у меня отключена. Смотрите, пожалуйста, дальше. Подсказки управления у меня включены, сведения и показать созданный игровой контент, разрешение подписчику, это все стоит на дефолте. Поехали дальше. Дисплей. Извиняюсь. Угол обзора у меня стоит на максимум 105. Что это означает? Ну, вы сами, наверное, если вы смотрите, вы сами должны знать, то есть чем больше растянутая у вас картинка, тем лучше и тем лучше вы будете видеть ваших врагов. У меня стояло, не помню, не то ли 50, не то ли 70, где-то так. Но благодаря вот углу обзора 105 у меня сейчас прям картинку я очень хорошо прям вижу. Почему я вижу? Потому что я играю не на мониторе, а на телевизоре. И благодаря этой настройке угла обзора я стал лучше видеть своих врагов. Поехали дальше. Угол обзора третьего лица. Ну, здесь, в принципе, стоит у меня все по дефолту. Угол прицела обзора должен быть включен. Почему? То есть у вас, получается, идет угол обзора пропорционален, если у вас включена функция угол обзора пропорционален, точнее наоборот, угол обзора прицела пропорционален общему углу обзора. Вот так вот я вам хочу сказать. Если у вас эта функция отключена, то включите обязательно. Поподробнее, как вам объяснить, понимаете? То есть, если у вас угол обзора растянута картинка, да, когда вы начинаете прицеливаться, у вас отключена вот эта функция, то есть вы, в принципе, ничего не увидите, да. Ну, может, что-то и увидите, но не так будет. То есть, ну, вы сами, я вам до этого сказал, то есть угол обзора прицела будет пропорционально общему вашему углу. То есть это лучше будет видно врага в прицел и на общем фоне, так сказать. Вот как хочу сказать. Поехали дальше. Яркость у меня стоит на 50, ну здесь в принципе по дефолту все как хотите можете поставить. Размытие в движении у меня стоит 0. Хроматическая аберрация у меня тоже стоит 0. Я не знаю, что это такое, но это, наверное, я даже не предполагаю, что это такое. Зернитость у меня отключена, виньетка у меня отключена, искажение линз у меня тоже отключено. Вот. Ну, то есть, чем меньше у вас что-то включено, тем лучше у вас будет происходить игра. То есть никаких лагов, никаких тормозов, тем более она еще не релизнулась. Вот, поехали дальше. Здесь что? Отображение интерфейса включено, продвиженность интерфейса тоже включена. Уровень тряски, не забывайте, ребята, здесь в этих настройках Battlefield, да, здесь очень много повторяется всего. И если где-то вы в одном пункте не отключили, то в другом пункте она работать не будет. Поверьте моему опыту. Случай у меня такой был. Ну, давайте я вам расскажу дальше поподробнее. Компас бойца у меня включен, показать метки на технике включены, нечувствительность где-то у меня стоит особая, то есть как бы здесь
Я все стоит у меня по дефолту, как бы я здесь ничего такого не менял. Но здесь вы сами можете поменять. Какой вам цвет нравится, такой можете поставить. Задать цвет отряда, цвет союзников, цвет врагам, цвет нейтральный какой-то. Ну, здесь все на ваше усмотрение. У меня как бы здесь все остальное стоит по дефолту, и мне нравится. Прицел. Непрозрачность прицела. То есть, смотрите, что это означает. У меня стоит на 100%. Чем меньше вы ставите процент непрозрачность прицела, тем хуже у нас будет виден на ярких тонах. Вот. Ну и даже и на темных, и на средних у вас тоже будет очень плохо видно. Так что, если у вас стоит не на 100%, поставьте на 100%. Проекция прицела. При включении прицел проектируется, он может снизить ощущение укачивания, вызывающее определенное движение камеры. При этом прицел фокусируется на том же месте игрового мира, куда целится игрок. При отключении прицел статично всегда находится в центре экрана. Ну, простыми и двумя словами хочу сказать так. Наверное, если вы уже прям, не особо никогда в жизни не играли в мультиплеерные игры, и если хотите попробовать, чтобы, особенно на джойстиках, да, то есть вы можете отключить эту функцию, у вас всегда будет прицел в центре, чтобы вам как-то проще можно было ориентироваться, куда стрелять по врагу. Вот, я так как-то уже привык к, к этим настроечкам, так я к ним придерживаюсь. То есть больше ощущений получается, ты должен сам правым стиком регулировать, куда тебе стрелять. Толщина перекрестия прицела, то есть здесь у меня стоит все стандартное. Цвет прицела здесь вы можете выбрать сами, какой хотите. У меня, например, стоит фиолетовый. И дальше все стоит по дефолту. Цвет попадания также вы можете сделать какой вам угодно. Цвет попадания в голову такой же, какой вам хочется цвет поставить. Цвет убийства также. И все, в принципе, тому подобное. У меня все стоит по дефолту, а здесь вы сами можете поставить любой вам понравившийся цвет, какой хотите сами. Поехали дальше. Мини-карта. Непрозрачность фона мини-карты у меня стоит на 90%. Здесь, в принципе, там она особо не мешает, она как бы нормально пропорционально в левом нижнем углу смотрится как бы очень хорошо. Здесь вращение с обзором у меня стоит, да, и здесь все остальное, пехота, наземная техника, все стоит по дефолту. Поехали дальше. Звук. Основная громкость у меня стоит на 100%. Громкость музыки у меня все стоит на 100%. Так как я человек стримлю, да, то есть мне приходится убавлять немножко. Я не знаю, почему настройки сбрасываются каждый раз. Это, я надеюсь, они пофиксят в паке первого дня. Почему-то сбросилось. Здесь я, в принципе, ставил на 50, чтобы как-то у меня при стриме было соотношение моего голоса и звука музыки, и либо эффектов. Поехали дальше. Конфигурации. Здесь у меня стоит стерео, звуковой микс, у меня стоит 3D наушники. Здесь все зависит от вас. Большинство людей, кто-то, наверное, скорее всего, играет в наушниках, и как бы, чтобы лучше было слышен звук. Вот как могу сказать. Указание попадания здесь либо нет, либо Battlefield 2042, здесь все на ваше усмотрение, как хотите. И музыка внутриигрового радио. То есть, какая будет музыка играть у вас в танке там или в такой технике. Субтитры здесь стоят все по дефолту, если хотите, можете их отключить. Там, если вы плохо видите, можете их сделать больше, меньше, это как вам удобно. Мне стоит нормально. Поехали дальше. Вот мы добрались до самого главного. Управление, контроллер. Так, давайте разбираться здесь, что у меня стоит. Значит, боец управления у меня стоит по умолчанию, а боец кнопки у меня стоит выборочно. Почему? Потому то, что мне сейчас больше нравится, то есть, простыми словами, как объясню, во многих играх, шутерах L2 и R2 это у нас стоит прицел и стрельба, правильно? Огонь. А в мультиплеерных играх многие ребята говорят то, что в мультиплеерных играх как бы вот этот вот сам, так сказать, L2 и R2 это как вот пружина, правильно? Вы нажимаете как на пружину. Вот, и это очень
плохо может сказываться на вашей стрельбе. То есть, когда человек начинает в вас стрелять, а вы только начинаете нажимать, то есть какой-то ход все равно есть, и из-за этого вы можете проигрывать в некоторых боях. И я решил поменять на L1, R1. Почему? Потому что здесь нет такого большого хода, и эти кнопки быстро реагируют на то, что именно я хочу. Вот. Поехали дальше. Техника. Здесь у меня все стоит по дефолту. Воздушное судно тоже по дефолту. Да, ребят, если вы поставили также на L1, R1, не забывайте ставить стрелок, кнопки тоже выборочно, потому что у вас потом может не сработать. Но это я вам дальше расскажу. Поехали дальше. Глобальное. Здесь у меня все стоит по дефолту. Здесь я ничего не трогал. Вот. Пешком, что нам и нужно. Вот мы к этому всему и подошли. Смотрите, чувствительность прицела бойца у меня стоит 75. Почему 75? Потому что при 75 чувствительность при прицеле с контроллера более-менее, если у вас прям новый контроллер, то есть у вас вот чувствительность будет прям очень-очень хорошая. То есть у вас вы будете делать именно то, что вы хотите. Ну, в принципе, я вот поставил 75, и меня пока все это устраивает. Инверсия обзора по вертикали. Здесь у меня стоит все по дефолту. Вот, друзья, что я говорил. Вот видите, даже угол обзора, который я вам говорил, в смысле, во всех настройках общих, они везде попадают. То есть, как сказать, почему-то Electronic Arts вместе с DIC сделали, ну, засунули очень много настроек во все пункты. Почему-то, я не знаю, она есть и в дисплее, по-моему, в общих она есть, и в дисплее есть. Вот, так что не забывайте угол обзора здесь тоже ставить на максимум. Угол обзора здесь также, видите, тоже стоит, да. Помощь при прицеле у меня стоит 65. Почему 65? Ну, помощь при прицеле тот же самый aim assist. Ну, в принципе, я на данный момент сейчас никакой разницы не видел, что у меня стояло 100%, что у меня стоит 65. Ну, может и есть какая-то там доля какого-то чего-то. Ну, я как бы сейчас ничего такого не заметил. Захват цели при приближении у меня стоит 0. Ну, также я хочу вам сказать, то есть, что у меня здесь стояло все на 100, что у меня сейчас вот по этим стоит, я особого разницы никакой не видел, потому что, ну, пока еще немножко не доработано это все. Это надо дорабатывать, чтобы была какая-то помощь людям, кто играет на контроллере, да. Дальше здесь у меня все стоит по дефолту. Приближение здесь у меня тоже стоит все по дефолту. Кроме кнопки вот приближения, кроме кнопки L1. Почему кнопка R1, L1? Потому что на кнопке L1 у меня стоит прицел. Это я вам дальше расскажу. Поехали дальше. Чувствительность прицела в приближении. У меня здесь стоит 70. Почему именно 70? Потому что, смотрите, как я вам уже ранее говорил, что вернемся выше к настройкам. То есть угол обзора прицела и угол обзора должны соответствовать друг другу. То есть, если у вас включено угол обзора прицела, то он будет соответствовать общему углу обзора. И здесь, в этих настройках, чувствительность прицела бойца будет соответствовать приблизительно, должна соответствовать чувствительность прицела в приближении бойца. То есть, если у меня стоит 75, то здесь у меня стоит 70. Автоматический парашют я включил, потому что иногда забываю его открывать и разбиваешься. Ну, здесь, в принципе, все стоит по дефолту у меня. По крайней мере, должно все стоять. Технику я не трогал, техника здесь все осталось. Я особо техникой в Battlefield не люблю пользоваться. Как бы здесь все то же самое, ничего я не трогал. Настройки контроллера. Здесь, в принципе, тоже я вибрацию отключил также. Здесь, в принципе, у меня тоже все стоит по дефолту. Доступность. Ну вот видите, вот здесь опять же доступность, опять повторяются настройки, опять субтитры, опять вот эти вот двойные нажатия для рывка, вот это вот все. Я как бы здесь ничего не трогал, как бы здесь все потому что повторяется. Вот, друзья, мы перешли к самому главному. В общих я настройок ничего не трогал. В пехоте я также, если ничего не ошибаюсь, нет. В пехоте я также вот переделал огонь R1 и приближение на L1.
почему. Я вам хотел сказать, если все откладывал, вот смотрите, да, если, допустим, ну это я думаю, что это какой-то баг, и DIC потом это исправит. Как что получилось? Короче, я решил, ну, как бы вот сюда зайти, раскладку, да, и поменять нас, именно сделать свои настройки, которые я хочу, то бишь огонь на R1 и приближение на L1. И у меня почему-то не получилось. А знаете почему? Потому что у меня ой, ушел. Потому что у меня в пехоте стояла огонь R2, а приближение R2. А вот в стрелке у меня я поставил R1 и L1. Я не знаю почему, это либо какой-то баг, либо что-то как-то, и почему-то у меня не сработало это. Так что, ребята, если вы хотите поменять, то и меняйте и в пехоте на L1 R1, и в стрелке на L1 R1. Дальше что? Ну, внутри техники я здесь ничего не трогал, также все стоит по дефолту. Внутри транспорта тоже ничего не трогал, также все стоит по дефолту. И в пилоте все то же самое, все стоит по дефолту. Так что, друзья, всем спасибо за внимание, пишите комментарии, понравилось вам это видео, не понравилось, ставьте лайки, всем пока.